Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Вера, и вы на моем канале о вязании Азалия Нитин. Спасибо, что подключились. Сегодня я покажу вам, как связать шапку английской резинкой с помпоном. Это очень пышная, объемная резинка, которая красиво и эффектно смотрится. Шапка с отворотом. Отворот не фиксированный, можно подворачивать на разную высоту. Также шапка украшена помпоном и связана из очень яркой нарядной пряжи. И сейчас мы будем связать вместе. Для вязания я использовала пряжу Red Heart Super Saver Jumbo Stripes. Это американская пряжа. 283 грамма, 440 метров. Также нам понадобятся круговые спицы 3,5 мм, чулочные спицы для макушки, также 3,5 мм, возможно крючок для стягивания петель на макушке, также игла, линейка, чтобы измерить высоту шапки, ножницы и вот такое устройство для изготовления помпонов. Хотя возможно использовать и 2 картонных кольца. К сожалению, я не сняла начало мастер-класса, поэтому набор петель и первый ряд я покажу на образце, а потом уже вернемся к вязанию шапки. Набираем 62 петли плюс 1 петлю для закрытия в кольцо, то есть 63 петли. Я набрала на образец 43 петли, вы набираете 63 и замыкаем в кольцо. Для этого одну петлю снимаем на правую спицу и сверху на нее одеваем первую петлю с правой спицы. Вот так. Затягиваем обе нити и возвращаем петлю обратно на первую спицу. И здесь надо повесить маркер начала ряда. Вешаем маркер начала ряда. Так как эта резинка, то одна подразумевает одну петлю лицевую, одну изнаночную. Но лицевую петлю мы будем не провязывать, а снимать вместе с накидом. То есть сначала накид, а потом снимаем. Изнаночную провязываем изнаночной. Дальше опять лицевую не провязываем, а снимаем вместе с накидом. Накид и снимаем. Изнаночную провязываем. Это у нас остановочный ряд будет. Лицевую снимаем вместе с накидом. Изнаночную провязываем. И повторяем так до конца ряда. Заканчиваем первый ряд изнаночной петлей. Перебрасываем маркер начала ряда. Все, установочный ряд связан. И сейчас будем вязать уже дальше, как я покажу на шапке. Здесь мы видим, чередуются такие двойные петли, которые мы снимали с накидом. Вот они. И одинарные, изнаночные. Двойная, одинарная, двойная, одинарная, потом двойная, одинарная. Первый ряд
Здесь двойная петля, провязываем ее лицевой. Дальше изнаночную снимаем вместе с накидом. Опять лицевая двойная, изнаночная с накидом. Двойная петля лицевая, изнаночную снимаем с накидом. И повторяем так до конца ряда. Двойная петля лицевая, изнаночную снимаем вместе с накидом. Здесь у меня круговые спицы. Заканчиваем ряд, снимаем изнаночную вместе с накидом, перебрасываем маркер на правую спицу и вяжем второй ряд. Лицевую петлю снимаем вместе с накидом, а вот эти две петли провязываем вместе изнаночной. Снимаем с накидом, 2 петли вместе изнаночной. И повторяем так до конца ряда. Все очень легко и просто. Лицевую снимаем, изнаночную двойную провязываем с накидом. Лицевую снимаем, двойную изнаночную провязываем вместе с накидом. И вяжем так до конца ряда. Пока что вот так это все выглядит. Нужно связать всего 27 сантиметров в высоту до убавок. Прошло немного времени, ну, если быть честной, прошло уже 2 дня. Я связала в высоту таким образом 27 сантиметров. И теперь я буду делать убавление, чтобы закончить макушку. В первом ряду я буду переходить на резинку 1 на 1, лицевую петлю двойную буду вязать лицевой, а изнаночную не снимать с накидом, а просто провязывать изнаночной. Дальше двойная петля — это лицевая, изнаночную провязываем изнаночной, лицевая, изнаночная. Вяжем ряд до конца. Заканчиваю ряд изнаночной петлей, перебрасываем маркер. Второй ряд вяжем лицевую изнаночную, пока без убавления, резинка 1 на 1. Лицевая, изнаночная. В третьем ряду я буду выполнять убавки и перейду на чулочные спицы. Маркер начала ряда можно снять. Буду переходить на лицевую гладь, вязать лицевую и изнаночную 2 петли вместе. Разворачиваем лицевую петлю и провязываем 2 петли за заднюю стенку вместе лицевой. Будет у нас на каждой спице по 8 петель. Разворачиваем лицевую петлю и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Еще раз разворачиваем петлю и провязываем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Продолжаем так до конца ряда. Шестая петля. Вот что у нас получилось. 31 петля у нас на спицах. В четвертом ряду все петли вяжем лицевыми без убавлений. По-прежнему останется 31 петля. В пятом ряду снова делаем убавки, 2 петли вместе лицевой. На этот раз уже ничего не разворачиваем, просто за переднюю стенку провязываем.
И у нас останется 16 петель. По 4 петли на спице. В шестом ряду все петли лицевые без убавок. По-прежнему 16 петель на спицах. Сейчас будет последняя убавка, 2 петли вместе лицевой, и останется 8 петель на спицах, по 2 петли на спице. Три. 4. 'Итак, у меня осталось 8 петель на спицах, и теперь я возьму крючок и стяну все эти петли. Я взяла крючок 3,5 мм. Можно также обрезать нить и стянуть все петли иглой. Снимаем петли со спицы на крючок и провязываем их. Теперь останется просто заправить все 2 хвостика в начале шапки и в конце. Здесь я показываю, как заправляю хвостики. Моя шапка готова. Вот так выглядит макушка. Вот так отворот я уже подвернула здесь. И теперь мне здесь остается сделать помпон и прикрепить к шапке. Я буду использовать вот такое устройство. Можно по старинке использовать 2 картонки в виде кольца, но сейчас уже много разных приспособлений продается, можно что-то выбрать поудобнее.
Также понадобятся острые большие ножницы и, конечно же, пряжа. И сейчас я покажу, как сделать помпон. Помпон готов, теперь осталось прикрепить его к шапке. Я буду делать это с помощью иглы. Вот такая шапка у меня получилась. На этом я заканчиваю свое видео. Большое спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам пригодился этот урок, этот мастер-класс. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а мы увидимся с вами в моих следующих видеороликах. Всем пока!